Канал Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко. Разбор видеодоказательств и правовой анализ в суде 11 июня 2025 года». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Вы на моем канале, и мы разбираем одно из самых громких и сложных судебных дел, чтобы найти истину. Это дело Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Дело вызывает огромный резонанс, и я наконец-то получил возможность изучить видеодоказательства, представленные на заседании 11 июня 2025 года. Почему это дело так важно? Потому что речь идет не только о судьбе одного конкретного человека, но и о том, как работает наша судебная система, как собираются доказательства и как они интерпретируются судом. Сегодня я разберу видеозаписи, которые легли в основу обвинения. Проанализирую позиции обвинения, позицию защиты и позицию суда. Сошлюсь на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины и Конституции. Расскажу, как бы я интерпретировал эти доказательства. И поделюсь, что бы я сделал, будучи прокурором или адвокатом Зинченко. Видео будет длинным, но я постараюсь объяснить все доступно и увлекательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если хотите больше таких разборов, пишите в комментариях, делитесь видео, донатьте. Что вы думаете об этом деле? Задавайте вопросы. Поехали! Начнем с того, что представлено в суде. На заседании 11 июля 2025 года сторона обвинения показала 6-7 коротких видеонарезок, датированных 16 июля 2024 года. Напомню, убийство Ирины Фарион произошло 19 июля, то есть эти записи сделаны за 3 дня до преступления. Почему этот день, 16 июля, так важен? Потому что именно 16 июля около 11 часов 46 минут утра во дворе дома на улице Масарика, 3 во Львове была сделана фотография человека в панамке и очках, сидящего на лавке. Эта фотография стала ключевым доказательством, и портретная экспертиза якобы установила, что это на фотографии якобы Зинченко. Видеозаписи, которые представлены в судебном заседании 11 июня 2025 года, показывают 3 персонажей. Человека в шортах и футболке без головного убора, выходящего из арендованной квартиры Зинченко. Человека в других шортах и кепке, который также входит и выходит из той же квартиры. И человека в панамке и очках, сидящего во дворе на улице Масарика, 3. Обвинение утверждает, что все 3 персонажа – это Зинченко. Но есть нюанс. Эти люди не пересекаются в кадре, за исключением одного фрагмента, где, по словам адвоката Немировского, человек в кепке и человек без кепки движутся навстречу друг другу в одном кадре. Это наводит на мысль, что это могут быть разные люди. Какова позиция обвинения? Обвинение представлено прокурором Данилев и прокурором Петлеваным строит свою позицию на том, что Зинченко 16 июля с 11 до 12 часов находился во дворе дома на улице Масарика, 3. Они ссылаются на фотографию, идентифицирующую Зинченко по портретной экспертизе, и на видеозаписи, показывающие последовательный ряд действий 3 персонажей,
которых они считают одним человеком. Согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса Украины, прокурор обязан предоставить доказательства, которые подтверждают вину обвиняемого. Обвинение использует принцип последовательности. Они показывают, как человек якобы меняет одежду и передвигается по городу, чтобы создать впечатление, что это один и тот же Зинченко. Но есть проблема. Видеозаписи не непрерывны, а портретная экспертиза видеофрагментов не проводилась. Это делает позицию стороны обвинения уязвимой. Кроме того, обвинение игнорирует тот факт, что в другие дни, в это же время, то есть с 11 до 12, Зинченко, согласно другим видеозаписям, находился в других местах. Гулял по Львову, заходил в магазины, был дома, но никак не находился во дворе дома на улице Масарика, 3, во Львове. Почему 16 июля он вдруг ни с того ни с сего захотел оказаться на Масарика, 3? Это вызывает вопросы. Какова позиция защиты? Защита, представленная адвокатом Немировским, адвокатом Сулеймой, настаивает, что на видео изображены 3 разных человека. Они опираются на отсутствие пересечения персонажей в кадре, за исключением одного спорного фрагмента, на отсутствие портретной экспертизы видеозаписей и на принцип презумпции невиновности, закрепленный в статье 62 Конституции Украины, которая говорит, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Защита указывает на фрагмент, где 2 персонажа в кепке и без кепки движутся одновременно в одном кадре. Это сильный аргумент, так как один человек не может быть в 2 местах одновременно, тем более в одном и том же кадре. Они также подчеркивают, что обвинение не предоставило доказательств, исключающих присутствие Зинченко в других местах Львова в указанное время. Согласно статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность. Задача защиты – посеять обоснованные сомнения в доказательствах обвинения, и они с этим справляются. Какова позиция суда? Суд занимает нейтральную позицию, как и требуется по статье 22 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая обязывает суд быть объективным и беспристрастным. Судья оценивает представленные доказательства, но не инициирует экспертизы самостоятельно, что соответствует статье 332 Уголовно-процессуального кодекса. Экспертиза назначается по ходатайству сторон. На данном этапе суд, скорее всего, видит, что доказательства обвинения имеют пробелы. Нет непрерывного видеоряда, нет экспертизы видеозаписи. Если защита продолжит акцентировать на сомнениях, суд может трактовать их в пользу Зинченко, как того требует статья 62 Конституции. Однако, если обвинение усилит свою позицию, например, предоставив дополнительные записи или экспертизы, суд может склониться к их версии. И, наконец, моя интерпретация доказательств. Как юрист я вижу в этом деле множество нестыковок. Видеозаписи, представленные обвинением, не образуют непрерывного ряда, что делает их интерпретацию спорной. Отсутствие портретной экспертизы видеофрагментов – это серьезный промах. Фотография с Масарика, даже с учетом экспертизы, не доказывает, что Зинченко был там в момент съемки видео, так как время и обстоятельства
могут быть искажены. Фрагмент, где два персонажа движутся одновременно на одном кадре, для меня ключевой. Это объективно указывает на возможность того, что это разные люди. Без дополнительных доказательств я склоняюсь к тому, что обвинение не смогло убедительно подтвердить, что все три персонажа – это Зинченко. Сомнения есть, и они должны трактоваться в пользу обвиняемого. Однако я не исключаю, что Зинченко мог быть частью группы, как предполагает защита. Если это так, дело может быть связано с организованной преступной группой, что потребует дополнительных расследований. Как бы я действовал, будучи прокурором? Если бы я был прокурором, моя стратегия была бы следующей. Собрать непрерывный видеоряд. Я бы запросил записи со всех камер во Львове за 16 июля с 11:00 до 12:00, чтобы показать, что Зинченко не появлялся в других местах. Например, камеры у арендованной квартиры, в магазинах, на остановках. Провести экспертизу видеозаписей. Портретная экспертиза видео, согласно статье 242 УПК Украины, могла бы подтвердить, что все три персонажа – это один человек. Исключить другие версии я бы предоставил доказательства, что в указанное время никто другой, похожий на Зинченко, не входил и не выходил из квартиры. И усилить контекст. Например, показать, почему Зинченко мог быть на Масарика именно в этот день, 16 июля 2024 года, и связать это с подготовкой к преступлению. Моя цель – устранить сомнения и создать убедительную картину, как того требует статья 23 Уголовно-процессуального кодекса. Вот так бы я действовал, будучи прокурором. А теперь, как бы я действовал, будучи адвокатом. Как адвокат Зинченко я бы сделал следующее. Собрал альтернативные записи. Нашел бы видео с камер квартиры, в магазинах или на улицах Львова, где Зинченко зафиксирован в указанное время, в указанный день. То есть 16 июля 2024 года с 11 до 12. Даже если время на камере сбито, я бы запросил показания владельца камеры, как предусмотрено это статьей 95 Уголовно-процессуального кодекса. Затем я подал бы ходатайство о повторной экспертизе согласно статье 243 УПК и потребовал бы провести экспертизу видеозаписи, чтобы опровергнуть идентификацию всех трех персонажей как Зинченко, как это делает сторона обвинения. Затем я акцентировал бы на сомнениях. Я бы подчеркивал, что обвинение не предоставило непрерывного ряда, а фрагмент с двумя персонажами, который бы я предоставил суду, доказывает, что это разные люди. Также я бы вызвал свидетелей. Если есть свидетели, видевшие Зинченко в другом месте, я бы привлек их показания. Согласно статье 97 УПК, моя задача как адвоката была бы усилить сомнения в доказательствах обвинения, чтобы суд применил статью 62 Конституции в пользу Зинченко. И теперь что дальше? Дело далеко от завершения. Обвинению нужно усилить доказательную базу, а защите продолжать искать противоречия. Суду предстоит оценить, достаточно ли доказательств для обвинительного приговора. Я буду следить за развитием событий и делиться с вами новыми фактами.
Друзья, дело Зинченко – это пример того, как важно качество доказательств, определяющих исход дела. Пока мы видим, что обвинение не предоставило убедительных аргументов, а защита умело использует принцип презумпции невиновности. Истина где-то рядом, но чтобы ее найти, обеим сторонам нужно работать с фактами, а не с предположениями. Что вы думаете об этом деле? Считаете ли вы, что Зинченко виновен, или это дело сфабриковано? Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями. Если у вас есть информация, связанная с делом, присылайте мне на почту или в личное сообщение. Я разберу все факты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые разборы. Не бойтесь донатить. Я не агент ФСБ. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.